Приветствую, дорогие друзья! С вами проект «Устная история», в рамках которого мы изучаем, как представители русского языка и русской культуры адаптируются на территории Кыргызстана. И с вами ведущая я, Алена Маслова. Рада видеть вас. И сегодня у нас в студии Сергей. Мы сейчас узнаем его устную историю, чем он занимается, как прижился, что показалось интересным, что показалось новым, чему удивился наш гость. Поехали! Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что нашли время прийти. Очень рады. Расскажите немного о себе. Я Сергей, 29 лет. Я программист, PHP-разработчик с опытом. Я сюда приехал, у меня было на тот момент 3 года опыта. И на тот момент уже я был, знаете, такой типичный человек из вакансии, когда требует сколько-то лет опыта, опыт в каких-то фреймворках. У нас на PHP есть разные фреймворки, это, так скажем, рамки для строительства. И два. Вот. И вот так вот приехал сюда, смог найти работу. Остался здесь пока что. Понятно, спасибо, очень интересно. Вообще PHP-разработка, это, мне кажется, такая сейчас новаторская, популярная индустрия. Новаторская в том плане, что, может быть, много туда можно привнести, ну, там, из дизайна, например. Новаторская, мне кажется, потому что туда, мне кажется, можно привнести много технологий, а развивающаяся и пользующаяся спросом, ну, понятно, потому что, мне кажется, сейчас заказов много. Вот. Ну да, что скажете? Сайты много кому нужны. Сайты много кому нужны, да. И вот в связи с этим вопрос сразу к вашей профессиональной сфере. Когда меняли место, когда стали обживаться здесь, вы как-то поменяли рынок или остались на том же? Ну вот вы на российском рынке работали, на зарубежном, и потом поменяли ли на кыргызский или не стали, и там остались работать, где работали? Я офисный работник. Теоретически у нас есть у программистов возможность работать удаленно, но я офисный работник, мне нужен офис. Поэтому я изначально искал работу, которая мне предоставит офис. И нашел такую. Насчет проектов я работал на местных людей, но при этом платили им, ну, первое время, платили им русские. Вот. Потом работал с Казахстаном, сейчас работаю на местный рынок прям целиком. Вот. Вы раньше бывали в Кыргызстане? В Кыргызстане я раньше не бывал. Более того, я узнал о существовании этой страны где-то недели за 3, наверное, до того, как прилетел. В Кыргызстане был мой друг. Он очень хороший друг, мы с ним дружим с первого курса университета, наверное. И он, ну, в приличном количестве мест побывал, ну, 20 плюс, наверное. Вот это да. Он и сейчас то там, то тут, то в Индонезии, то во Вьетнаме, то вот на Новый год в Казахстан собирается приезжать. Думаем на Новый год с ним отмечать. Вот. Расскажите, были ли какие-то представления, ну, стереотипы в хорошем смысле о культуре вообще Кыргызстана, вообще о Кыргызстане? Или вот вы как сказали, что вот именно существовать начала за 3 недели до того, как я прилетела, то есть вообще никак в культурном контексте она не фигурировала? Вы примерно описали мои мысли о Центральной Азии. Да. У меня о Центральной Азии были представления, что тут, ну, просто люди по-другому выглядят, что тут кони в еду употребляются, и что люди тут любят плов. В остальном больше ничего не знал. Более того, были такие небольшие страхи, что будут какие-то вопросы по внешности ко мне, ну, потому что я, очевидно, прям отличаюсь от местных. Но, знаете, за 2,5 года ни одного не было вопроса, когда что-то со внешностью моей было не так. Что на работе, что на улице, вообще никаких вопросов. Первое впечатление, когда прилетели, что бросилось в глаза? Мы прилетали в апреле, в России было около 0, а здесь уже сразу было плюс 30. И было впечатление, мы в удачное время прилетели, уже тепло. Вот.
Потом после хостела немного погуляли по окрестностям и заметили, что тут птицы прям поют по-другому. Тут есть птица, афганский дрозд, она же майна, вот, и они очень красиво поют для моего уха. Вот. Здорово. Прямо я даже читал о них, что они некоторые звуки другие копируют. Ну и да, ты слышишь разные звуки. Там это не одна песня, это какие-то прям разные. Вот. И ты понимаешь, что, ну, наверное, одна птица может так копировать. Вот. Очень красиво звучит. Плюс здесь половина деревьев совсем другие. Ну, здесь есть, конечно, там типичные вязы, клены, березы даже есть. Но есть и иудово дерево. Вот вы видели его? Оно по весне цветет, и оно, ветки у него покрыты фиолетовыми цветочками. Очень красиво. Согласна. Вот. Необычно. Вот. Приезжайте, посмотрите. Да. Вот, удалось ли сразу найти квартиру? Да, я считаю, что нам очень повезло. Мы нашли квартиру дней за 8 где-то. И нашли прям такую, которая нам понравилась. Там я с женой приехал. Это однокомнатная, по нормальной цене. Все. Я считаю, что нам очень повезло с этим делом. Я читал другие истории, слышал, людям меньше везло. Понятно. Как-то мы вот удачно приехали. Потом, когда возникла необходимость сделать документы, ну, например, ходить в ЦОН, Центр обслуживания населения, или ну, регистрацию, может быть, банковскую карточку оформлять, страховку, как все проходило? Все проходило очень просто, потому что мой друг, который здесь уже жил, он скинул мне контакты людей, через которых можно было все сделать. Собственно, мы так и делали. Сейчас, правда, законодательство немножко ужесточилось, и нас ждут некоторые сложности, но мы прямо перед, ну как за 2 дня до того, как этот закон приняли, нашли в чатах типа сигнализацию о том, что вот скоро примут, скоро все будет сложнее. И мы вот за 2 дня буквально до принятия продлили себе документы, и, соответственно, у нас есть больше времени. И вот мы через месяцок, наверное, будем уже делать по новому временному виду на жительство. Вот, уже будут кем-то протоптанные тропинки для этого. Уже у людей, которые помогают мигрантам с этим, уже будут какие-то кейсы для регистрации. Вот. Будем уже по протоптанным тропинкам ходить. Адаптируемся, друзья. Да. Вот следующий вопрос по поводу путешествий за границу. Удавалось ли здесь сделать визу в другую страну? Или планируете ли делать? Или вообще вот как обстоит дело с международной ареной здесь? У меня этим летом были попытки переехать в Германию. Но мои попытки строились пошагово. То есть сначала находим работу, списываемся с работодателем, работодатель там что-то говорит или не говорит, вот. И потом уже виза через местный центр. Мы так подкопили денежек, типа, ну это не быстрое занятие. Ну да. И вот подкопили. На работе у нас случилось завершение проекта, собственно, мне больше денег больше нет, ну ладно, хорошо, с работодателем разошлись, и пошел я искать работу. Ищу, месяц, 2, 3, что-то не приглашают на собеседование. Вот. Пока на этом этапе и осталось. Ну, я нашел уже другую работу, потому что деньги начали, скажем так, у меня в голове есть такой лимит, ниже которого ехать за границу бесполезно, потому что просто там не будет денег достаточно для первого времени. И вот за лимит мы опустились. Ну, тут этого лимита, конечно, надолго хватит в Кыргызстане, а вот в Германии ненадолго. Вот, и нашел еще одну работу. Вот сейчас работаю. Опять будет накопление денег, опять будут попытки. Вот, наверное, уже будет попытки в большее количество стран. Вот. Спасибо, что делитесь. А вот еще интересный вопрос. Когда вы, например, начали здесь социализоваться, вы как-то искали местных, как-то с ними начали общаться? Ну вот помимо друга, понятно. А вот еще, допустим, к россиянам стали как-то ближе? Или наоборот, к кыргызстанцам? Или наоборот, и к тем, даже не наоборот, а третий вариант, и к тем и другим? Как обстояло дело? Это сложный вопрос,
потому что я человек спокойный, я на тусовки не очень хожу, вот дискотеки это не про меня, большие какие-то мероприятия это тоже не про меня, большое количество людей это не для меня. Мы даже с женой так думали, пойти ли, скоро елку будут зажигать, мы даже с женой думали, пойти или не пойти, и решили не пойти, потому что там будет огромная куча народу, и все равно в ТикТок выставят, все равно мы найдем, как это зажигалось, все равно все увидим. Вот. Плюс 100% будут пробки, 100% туда тяжело добираться, 100% обратно тяжело добираться, вот. Мы через интернет посмотрим. Но социализация у меня проходит, скажем так, через клуб настольных игр. Здесь есть замечательный, сейчас уже большой, в тот момент, когда мы приехали, был не очень большой, клуб настольных игр. И вот они выкладывают оповещение, что, мол, вот, на этой неделе играем вот там, на этой неделе вот в такой-то день играем вот там. Вот, и с ними я общаюсь. Вот. Понятно. Далее. Также общаюсь с некоторыми релокантами. Мы сняли квартиру-однушку, и через нашу квартиру 3 человека уже прошло, которые у нас какое-то время жили, а потом просто либо дальше уезжали, либо свою квартиру находили. Вот. Понятно. Так вот. Ну, как вам местная еда? Что пробовали? Бешбармак, курдак, другие блюда? И готовите ли вы их дома или нет? Я в этом плане больше консервативен, потому что я люблю то, что я ел в России. Там, крупа плюс курица, либо овощи плюс курица. Вот. Мы пробовали местную кухню совсем немножко. Манты нам зашли. Мы и в России их ели. Нам очень понравилась каттама. Прямо замечательно. Особенно вот такая, которую прям готовят и тебе тепленькую дают. Прям, замечательно. Давайте поясним для наших зрителей. У нас огромное число зрителей по всему миру, те, кто изучает русский язык, те, кто говорит на русском языке, адаптируется в других странах в том числе. Ребят, привет. Поясните, пожалуйста, что это? Вот как раз блюдо. Вот, каттама. Да. Каттама – это лепешка из свежего из теста, и внутри у нее свежий зеленый лук. Вот. Так вот. Ну вот так, очень интересно, потому что я не пробовала, честно говорю, хотя я веган, мне стоит попробовать, наверное. Наверное. Да, спасибо за информацию, очень интересно. А мы продолжаем разговор о практиках адаптации и перейдем к следующему вопросу. Когда вы сюда приехали, задумались ли о покупке недвижимости или машины? В принципе, здесь. Или дальше поедете? Изначально был план, что я поеду дальше. И вот даже в начале этого года я приступил к его реализации, но вот эта итерация плана не сработала, и пришлось перейти на запасной план, то есть дальше копить средства и расширять список мест, в которые я буду подаваться. Насчет машины, я не водитель, прям совсем, принципиальный. Я перемещаюсь на самокате. И здесь, более того, я исполнил свою маленькую мечту, я купил себе моноколесо, встал на него, вот, и использую моноколесо в ежедневных поездках, за исключением там, не знаю, недели 2 где-то я зимой его не использую. В остальное время поехал на работу на моноколесе, куда-то в магазин надо на моноколесе, куда-то к друзьям тоже на моноколесе. Здесь есть соответствующая инфраструктура, здесь велодорожки, которые более-менее соответствуют моим маршрутам. Вот. Здесь на тротуарах аккуратненько можно проехаться. Здесь достаточно хорошие тротуары. Вот. И мы закончили блок бытовых вопросов. Давайте теперь перейдем к вопросам более духовного толка, культурного толка. Скажите, когда приехали, бросилась ли в глаза кыргызская культура, как, я думаю, это довольно очевидно, как что-то необычное, да, и что вам показалось интересным, странным, неожиданным? Может быть, вы что-то хотели забрать с собой, как часть этой культуры, адаптировать? Это сложный вопрос, поскольку я, как говорил уже ранее, человек не особенно тусовочный, чтобы там смотреть, какая разница между Россией и Кыргызстаном. Здесь мы бывали на мероприятиях и видели национальные одежды. И, да,
они выглядят как национальные одежды. В России тоже мы такие видели. И я жил в Казани, там тоже были такие мероприятия, где люди в национальной одежде ходят. В Ульяновске тоже были такие люди, которые ходят в национальных одеждах, представляют свою культуру. Вот, татарская культура, чувашская культура, здесь вот кыргызская культура. Поэтому для меня это стало, еще одна местная культура. Здесь разительное отличие с Россией в том, что здесь есть дедушки на улицах, и их видно. Точно. В России это очень редкий случай, когда ты видишь на улице идущего куда-то дедушку по своим делам. Я в Казани гулял, там в парке Горького было место для шахмат, и там было очень много дедушек, и я прям удивился, вау, дедушки в России существуют, вот они. А здесь прям на улице очень часто их видно. И здесь очень приятно видеть, что эти дедушки, байкешки ходят в национальных головных уборах. Вот как она называется? Не знаете? Спросим оператор. Колпак. Колпак. Да. Вот. Тоже красиво выглядит, прям видно. Сын гор. Здорово. Красиво. Действительно, это производит впечатление, я согласна. А что касается поездок туристических, просвещение культурное через какой-то вояж, да, то есть местный, вы бывали здесь где-то уже, на Иссык-Куле? Собираетесь ли? Мы были здесь в довольно большом количестве мест, но поскольку меня дорога на автомобиле утомляет, это, кстати, еще одна причина, почему я не водитель, поскольку дорога на автомобиле меня утомляет, мы были только в ближнем свете, ближние горы, но мы были в местах в 15, наверное, Белогорка, Аларча, Адыгине, Культор, что еще из ближнего? Ош. Не, Ош это не ближний свет. Это 8 часов на машине, это очень далеко. Совсем не ближний. Я очень устану. И, я ближние предпочитаю, Сырные горы. Что еще? И вот что-то такое. Назвали уж, да. Что-то такое, что еще я не запомнил просто название. Водопады классные. Голубиный водопад видели. Вот. Интересно, Акташ есть еще? Наверняка и на Акташе были. Вот. Водопады мне очень нравятся. Мне очень нравятся местные горные реки. Один раз, по-моему, в 23-м году мне удалось попасть на рафтинг. Это сплав по бурной горной реке на большой такой лодке надувной, когда ты плывешь по очень бурной реке, страшно, что перевернешься, но там через минут 10 уже понимаешь, что эта вот огромная лодка, она не перевернется. И такие впечатления, когда ты с порога вот так вот носом в воду, или когда ты видишь, что вода в какой-то камень упирается, и ведущий говорит, так, гребем на этот камень, вот на этот выступ, вот, и вода прям в лицо, прямо и страшно, и впечатление моря, вот, и там больших порогов, наверное, штук 5 было, и небольших таких, десяток, прямо замечательно. Еще мы были в Казахстане, в Алматы 2 раза, еще мы брали тур, и ездили в Ташкент. Попался нам тур с ночной переездкой в лежачих автобусах. Вот, показали нам еще и Ташкент. Интересно. Посмотрели, красиво. Вот, интересно. И лежачий автобус тоже такой. Я никогда такого не видела. И, наверное, надо этот опыт тоже посмотреть, в Ташкент поехать. Здорово. Попробуйте. Да. Удобно. Удобно, да? Да. Да, я не видела такой транспорт. Круто. Спасибо огромное. Двигаемся дальше. Инфраструктура. Что касается кыргызского интернета, что вы можете сказать? Ищете ли там информацию, какая выдача, что удается купить, например, в интернет-магазинах, что не удается, о чем лучше спрашивать офлайн, in person, прямо на улице или там по телефону? Как вообще происходит здесь процесс коммуникации в Кыргызстане, на ваш взгляд? Так же, как и в России. Только здесь желательно, если ты в интернет-магазине что-то увидел в местном, какой-то товар, желательно позвонить и уточнить наличие. Потому что, я так понял, они в интернете обновляют, так, по остаточному принципу. Вот.
Ну, я моноколесо свое так купил. В интернете нашел сайт, есть в наличии. Недорого. Позвонил, есть в наличии? Есть, приезжайте. Приехал, деньги дал, купил. Вот, и довольный такой, с коробкой, пошел домой. Да. Вот. А было ли желание начать учить кыргызский язык? Нет. Нет. Ну, наверное, это плохо, но да я не вижу. Отвечать нет. Я считаю, что учить надо английский язык. И здесь, более того, я нашел здесь Speaking Club, и мы собирались, вот, кстати, еще один путь социализации мой, мы собирались с людьми, знакомились, болтали на английском на тему какую-то, вот, улучшали свою уверенность в английском, увеличивали уровень. У нас там был еще ментор, который подкидывал такие какие-нибудь сложные слова, чтобы мы использовали, или темы интересные. Вот. Какие-то... Вот. Но у меня жена, она знает татарский. Это ей очень помогает. Кыргызский и татарский языки, они рядом. Вот, и если мы с ней, она иногда мне переводит. Я помню, как в магазине один байке очень торопился, мы его пропустили, он сказал «Рахмат, улым», вот, и мне жена перевела «Спасибо, сынок». Вот, хорошо, окей. Да, ну, в целом я знаю, это 6 базовых слов, там «Рахмат», «Байке», «Эже», «Салам алейкум» и что-то еще, наверное. Вот. Этого хватает вроде. Да. Бывали случаи на улице, когда люди меня спрашивают на кыргызском, ну, я в таком случае говорю, извините, я только по-русски понимаю, давайте по-русски поговорим. Вот, и они спрашивают на русском, я там, чаще всего адреса спрашивают, я там в телефоне посмотрел, говорю, это вот там, вон, примерно столько минут идти, наверное, вам лучше вот с этой стороны по пешеходному переходу перейти, вот так вот бывало. Пространство искусства. Ходили ли здесь, посетили ли какие-то музеи или не было времени, не досуг? И по-прежнему слушаете ли русскую музыку, если вообще, да, увлекаетесь или вообще есть привычка слушать? Читаете ли там художку? Я понимаю, что некогда, но мало ли. Ну, музыка у меня это фон для работы. Типа в наушниках сидишь, пишешь код, и у тебя музыка, тебя никто не слушает, ты, так скажем, в транс входишь, и ты там в цифрах, в буквах, в коде, вот, видишь в голове, как перемещаются символы и данные. Ну, я как слушал российское радио одно, так его и слушаю. Там есть записи эфиров, в случае, если интернета нет, я слушаю записи эфиров, у меня на телефоне есть парочка. Здешнюю музыку, ну, в маршрутках, когда еще они были, слышал, интересно звучит, да, интересно звучит, как местная музыка, да, интересно. Мы были в музее местном краеведческом, нет, он, наверное, здесь называется не краеведческий, да, он как-то по-другому здесь, исторический, наверное, да. Ну, да, выглядит как краеведческий музей в России, да, вот. Согласна. Что Ульяновский краеведческий музей, ну да, там что-то местное показано, история, какие-то наряды. Что в Казани, там, ну там не краеведческий музей, там, по-моему, там в Кремле большая часть этого дела выставлена. И там тоже, ну, ты видишь, да, что было в прошлом, какие наряды были, вот, какая-то история небольшая. Вот. И здесь точно так же, вот, что было в прошлом, какие наряды, как вот сейчас. Вот. Какие еще впечатления у вас сложились об эмиграции, и чем бы еще хотелось поделиться? Какой сложный вопрос. Да, я почему спрашиваю, потому что я знаю, что Сергей до интервью очень так развернуто готовил ответы, и очень интересно было их читать, поэтому мы осветили, в принципе, все, но, может быть, остались, да, еще какие-то забавные истории, интересные моменты, наблюдения, которые можно осветить сейчас у нас в эфире. Давайте я подумаю чуть-чуть, чтобы мое молчание вырезали, только хотелось бы так. Здесь система магазинов немножко другая. Если в России у тебя один супермаркет, и ты там покупаешь и фабрично произведенные товары, и овощи, то здесь это разделено. Овощи, фрукты у одних людей, а что-то магазинное у других людей покупаешь. Однажды у меня жена пошла в магазин к торговцу фруктами, вот, и
видимо, денег не взяла достаточно, и ей не хватило на виноград. Вот. И потом она вечером меня просит, купи, там, я не помню, что, ну точно не виноград, купи яблоки, наверное. Вот. Я захожу к этому человеку, у которого мы постоянно покупаем, и он говорит, у вас ваша девушка, ну он, наверное, не знал, что это моя жена, он говорит, брала виноград и вот не взяла. И это так... Мне было так приятно, то, что этот человек запомнил, что мы вдвоем ходили в этот магазин, запомнил, что она отложила специально ее виноград, который она не взяла, и вспомнил, что я с ней обычно захожу, и вот предложил мне купить. Я это через Телеграм такой, а ты правда, да, покупала? Она говорит, да. Я говорю, ну, он для меня оставил, я покупаю, да? Она говорит, ну да, хорошо, покупай. Вот. И вот так я купил, прям очень приятно, что тебя человек запомнил. Вот. Очень приятно. Еще вот интересно, когда я приходил к моим друзьям в настольные игры играть, они говорили примерно следующее, что вот пока волна мигрантов не началась, у нас 1-2 стола собиралось, а сейчас приехали мигранты, у нас каждую неделю много столов, много желающих. Собираемся теперь, играем всегда. У нас всегда будет стол. Вот. Знаем, что мы еще и свои настольные игры привезли, показали им, вот, во что мы играем. Вот. Что бы пожелали людям, которые планируют приехать в Кыргызстан, а может быть и остаться здесь? Есть ли какой-то месседж, посыл, который вы бы хотели озвучить? Не бойтесь, здесь нормально. Если вы жили в каком-нибудь не столичном городе, вы здесь абсолютно точно впишетесь, потому что мне Кыргызстан и Бишкек очень напомнили Ульяновск. 600-тысячный город, здесь почти все то же самое. Такие же пятиэтажечки, такие же проблемы с автобусами, такие же часы пик. Вот. Здесь только велодорожки есть, но сейчас в России они тоже рисуются. Вам будет здесь комфортно, если вы жили в небольшом городе. Если вы захотите куда-то дальше прыгнуть, ну окей. Но здесь тоже живется неплохо. И с вами проект «Устная история» о том, как представители русского языка и русской культуры адаптируются на территории Кыргызстана. И я, ведущая Алена Маслова. Спасибо, что смотрите нас. До новых встреч, друзья!